Здравствуйте, друзья! И сегодня произошло то событие, которого мы все с вами ждали, готовились. Пришел наш новый дозиметр Atom Swift 5530. Сейчас мы его распакуем и посмотрим, какой же он на самом деле. А то видели-то мы его только с вами на картинке. Мне очень понравилось, как мы дружно собирали средства на него. Я видел ваш интерес к этому прибору и к самой теме радиации. Я и сам загорелся этим очень сильно. И верю, что этот прибор нам поможет увидеть и раскрыть ее еще более полно. Сейчас мы ее вскроем и посмотрим. Итак, открываем пакет и смотрим, что же там у нас внутри. А внутри другой пакет. Так, его придется аккуратно вскрыть. Напомню, что это у нас поисковый дозиметр, то есть его цель, его функция – это искать источники радиации. Выпускается прибор конструкторским бюро «Радар». Вот так, вот он, Atom, наш прибор Atom Swift. Тадам-тадам, тадам-тадам. Вот он такой малюсенький, смотрите. Так, что у нас в комплектации? Непосредственно сам прибор. Вот он. Крышечка батарейного отсека и батарейки. Целая батарея батареек. Ну реально, смотрите, реально малюсенький такой. Вообще, я даже не представлял, вот. Вот так он выглядит. Прикольно. Так, значит, что у нас? Здесь батарейный отсек. Здесь вот сам датчик, наверное, стоит, да? Датчиком в этом приборе является кристалл йодида цезия. Это так называемый сцинтилляционный прибор. И то есть газоразрядные датчики, где типа СБМ-20, трубка Гейгера, да, слюдяная вариация датчика. А это вот совершенно новый вид приборов, которые вот как раз реагируют на более слабые излучения и реагируют наиболее быстро, позволяя нам вовремя заметить изменения радиационного фона. Есть ушко для того, чтобы можно было брелок вешать на ремешок, да. На шею повесил, все, и пошел. Корпус сам пластмассовый, крышечка пластмассовая тоже. Сейчас мы его будем подключать, ставим батареечку. Сейчас я все покажу. И будем пробовать подключать его к нашему смартфону через специальное приложение. Ну что ж, приступим. Итак, устанавливаем батарейку, батарейный отсек нашего дозиметра. Берем прилагаемые батареечки. Вот так. Вот этой стороной плюс устанавливаем кверху. Аккуратно вот так заводим. Он уже у нас засигналил. И утапливаем ее. Утапливаем, все. Все, за подлицо батареечка вошла, встала. Наш дозиметр уже заработал, слышите, что-то щелкает. Уже начал измерять. Вот какой быстрый. И крышечку вот так вот берем по прорезям вот здесь. Просто задвигаем сюда. Не нажимаем, ну в смысле как, какие рычаги не применяем, просто вот так задвигаем. Все. Вот она у нас хорошо села, задвинулась. Все.
зазоров нет, нигде не выступает. Все хорошо, наш дозиметр работает. Слышно щелчки. Он начал фиксировать уже излучение, которое у нас дома находится. Вот. Сейчас произошел интересный момент. Слышите, он попикивает, когда я его вращаю. В этом приборе есть акселерометр, который позволяет управлять нам прибором без приложения, без смартфона, то есть в таком вот автономном режиме. Вот, вращениями в одной из плоскостей переключаться в различные режимы, включать и выключать наш прибор. И что интересно, несмотря на его маленький размер, для его работы не обязательно использовать смартфон постоянно. То есть он, когда не подключен к смартфону, накапливает всю информацию в себе. Очень, конечно, впечатляют меня его возможности, так как его размер, для меня это, я не знаю, чтобы уместить столько вариантов работы в его вот такой маленький корпус, это надо, конечно, очень постараться. Но сейчас мы его законнектим со смартфоном. Программу для нашего дозиметра Atom Swift я уже скачал и установил себе на смартфон. Ссылочку мне прислал производитель, так как надо устанавливать актуальную версию. Программа постоянно дорабатывается, совершенствуется, не стоит на месте. Выходят более новые, более продвинутые версии, и производитель присылает ссылочку именно на актуальную, на самую последнюю версию программы для смартфона. Итак, заходим, вот она такая на оранжевом фоне, такие как на одуванчик похожий логотип. Заходим. Так, и вот у нас начать работу с устройством. Здесь есть разные режимы, то есть можно демонстрационный даже режим просто включить. Все, начать работу с устройством. Так, вот он просит у нас включить местоположение. Да, включим. Так. А мы вот так включим просто. Опа. Местоположение, так. Все. Мы ему дали. Включен режим энергосбережения. То есть отключить, да. Для работы прибора надо дать ему максимальное разрешение. И вот он у меня определился уже. Он у меня определился, приложение его нашло. Сверяем MAC адрес. Да, это наш прибор. Подключаемся. Все. Вот он у нас заработал. В режиме поиска сейчас начал набирать измерения. График у него начал работать. Видно, да? 0,06 микрозиверта в час. Я переключил микрозиверты. Есть возможность включить в настройках микрорентгены. Кому как удобнее. А мне удобнее в микрозивертах, так как я начал работать уже с приборами в микрозивертах и как-то вот привык. Вот видно на графике, как изменяется у нас тут радиационный фон. Я уже не раз говорил в своих видео, что радиационный фон это не какая-то константа постоянная, да? Он постоянно меняется в зависимости от того, вернее, показания его меняются в зависимости от того, сколько у нас частиц попадает на датчик. Вот мы видим у нас фон. И видим погрешность внизу, вот здесь 17% у нас. Производитель говорит, что надо для корректности дождаться
пока погрешность будет ниже 15%. И вот тогда уже будет, значит, у нас все корректно, все наиболее такая правдоподобная, постоянная картина. Интересно, конечно, очень интересно. Дальше у нас здесь есть еще экран в режим измерения, можно перейти. Вот он. Здесь начать измерение. Все. Вот он пошел набирать тоже статистику. Измеряет. И смотрите, как быстро погрешность меняется. Прошло буквально 20 секунд, а у нас уже на 12, на 11 процентов погрешность только 10. То есть очень быстро меняется погрешность. Вот сейчас у нас измерения более точные. Можно сказать, что они сделаны, и они находятся в пределах 0,05 микрозивертов в час. Тут у нас архив находится, все измерения сохраняются в архив, откуда мы их потом можем достать, передать на другое устройство. Есть карта. Для этого нам надо подключиться к интернету. Сейчас мы определим наше местоположение. Вот, включили запись трека. Так, ну вот что странно, я не вижу, как сделать так, чтобы он показал именно ту точку, где ты находишься. Ну, возможно, это все в настройках еще как-то настраивается. Я еще не все разобрался, конечно. Хоть я в офлайн режиме в демонстрационном смотрел, как тут что происходит, не все разобрался. Будем с вами вместе изучать. А сейчас приступим к проверке нашего прибора, как рекомендует производитель. Вот я понял, почему наше местоположение не отображалось на карте. У меня был включен GPS и был отключен вот этот параметр, агрегатор поставщика координат. То есть функционировало определение местоположения только по GPS. А мы же сейчас находимся в квартире, и поэтому GPS, естественно, здесь точно определиться не может. И, соответственно, наши координаты не может определить. Здесь мы включаем агрегатор поставщиков координат. Вот этот бегунок передвигаем. И вуаля, смотрите, появилась точечка. Вот наше местоположение на карте. Вот. Сейчас я его светить не буду сильно, да? А то все побежите ко мне домой. Вот. Такие вот дела. Все. И теперь при передвижении, если мы выйдем на улицу, конечно, вот этот параметр лучше отключить тогда, потому что он дает менее такие точные координаты. Вот. А если где-то находитесь, как говорится, под защитой крыши, то надо включать. Вот такое дело. Все понятненько, понятно. Вот. Разбираемся тихонько. Как я буду проводить проверку этого прибора, я сделаю отдельное видео. Покажу, расскажу. Там мы подробнее еще ознакомимся с приложением для прибора, какие там параметры есть, что они обозначают. Хочется сразу сказать об одном факторе. Это немножко как бы делает проблематичным использование прибора в наших
экстремальных условиях. Прибор не водозащищен, то есть он водопроницаемый. При использовании в мокрых средах его желательно поместить в пакет, то есть предохранить от попадания влаги. Ну, на этом вот вкратце я вроде все рассказал. Пишите свои вопросы в комментарии. Кому интересно, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Побежал прибор уже сам измерять радиацию в квартире. Кстати, я нашел несколько мест уже с его помощью. В будущем покажу. Пока-пока.